Алгоритмы должны быть платформы прозрачные, требования должны быть прозрачные и исполнителям, и потребителям, и государству. Платформа должна обеспечивать бесшовный поиск контрагента, определение наиболее эффективной цены, целый ряд других параметров, но при этом сохранять и не вмешиваться в мотивацию конкретного человека. Благодаря агентам, по сути, цифровизируются те услуги, которые раньше были невозможно цифровать. Создание современной большой языковой модели — это сотни миллиардов рублей ежегодно. Каждое следующее поколение с учетом нового технологического уклада, оно становится другим. О платформах всегда было принято думать как о посредниках. Они как-то связывают продавцов, покупателей. Но со временем эта роль значительно увеличилась. Сейчас фактически платформа может много чего решать. Открытый диалог. Международный проект, который объединяет экспертов, аналитиков и людей со всего мира, чтобы вместе понять, куда движется человечество. Доклад второго цикла проекта посвящен ключевым мегатрендам, которые уже меняют мир. Авторы фиксируют слом прежней модели глобализации, трансформацию финансовой системы и стремительное технологическое развитие. Демографические изменения и новые технологии меняют рынки труда, общественные институты и само понимание суверенитета. В новой реальности главным ресурсом становится человеческий капитал, способность человека учиться, адаптироваться и раскрывать свой потенциал. Но любой прогноз – это не окончательный ответ. Это приглашение к открытому диалогу. Тигран, наверное, начну с вас. Понятно, что без регулирования не обойтись. Но все-таки что опаснее? Вообще не регулировать или перерегулировать? И как найти баланс? Да, спасибо большое за вопрос. Тема непростая. Я хотел бы на нее посмотреть немножко с другого угла. В докладе, мне кажется, сделается такой вывод, что платформа — это инфраструктура для управления экономикой. Явно или между строк противопоставляется экономика, построена на конкуренции между компаниями друг другу. Это противопоставляется тому, что строит платформа. Вот мне кажется, если посмотреть на все успешные цифровые платформы, которые есть сейчас в мире, которые реально стали популярны, то они все обладают одним и тем же свойством. На самом деле это биржи. Это биржи, где есть участники, где есть исполнители, либо продавцы услуг, либо продавцы товаров и те, кто обеспечивает спрос. Это, возможно, специализированные биржи, где ставки делают не всегда сами покупатели, а есть какие-то алгоритмы. Я так достаточно глубоко погружен в тему, как устроены все бизнесы в мире, которые агрегируют, по сути, такси, и наше, и Яндекс.Такси, и мировые, то в основе алгоритмов, в основе системы стоит баланс спроса и предложения. И на самом деле, значит, есть две проблемы. Первая проблема, что если эту задачу решать нехорошо, то тогда твоя платформа не эффективна. И в реальности вся конкуренция в мире, которая сейчас происходит между компаниями на одних и тех же рынках, это когда приходит одна компания с алгоритмами, с формулой баланс спроса и предложения лучше, чем другой. Потому что маркетинг, дистрибуцию, это все можно сделать деньгами. Просто можно прийти с какими-то бюджетами. Но в долгосрок эффективность системы реально определяется, насколько у вас лучше алгоритмы баланс спроса и предложения. И второе, что вмешательство в эти алгоритмы на самом деле приводит к плохим последствиям. В реальности у платформы очень ограниченные возможности каким-то образом повлиять на цену. И в реальности, если, например, ты пытаешься повлиять на цену, то в итоге либо система приходит в коллапс, либо, на самом деле, в среднем все начинают платить больше. И вот вторую мысль, которую хотел сказать по платформе, но следующее, что на самом деле в платформах очень жестко с друг другом конкурируют исполнители. И если этот принцип нарушается, если платформа начинает выходить за рамки квалификационных требований, как, например, на биржах устроено, то есть есть квалификационные требования, чтобы быть участником биржи для компаний. Такие же есть требования у маркетплейсов, такие же есть требования у платформ типа Яндекс.Такси. Но как только платформа начинает выходить за эти требования, например, говорить, вот вы, водители, должны вот эту услугу оказывать бесплатно. Например, провоз багажа.
После этого, если просто прийти так сказать, то это приведет к тому, что водители в итоге будут отказываться возить багаж, и на самом деле эта услуга пропадет. Нельзя переходить на внутри платформы не рыночную модель. Это вот такая, наверное, основная мысль, которую я хотел бы прокомментировать про платформенную часть. Алгоритмы должны быть платформы прозрачные, требования должны быть прозрачные и исполнителям, и потребителям, и государству. С этими тезисами не поспоришь. И какой этап вообще переживает сейчас мировая экономика? Мы видим, что все больше и больше сегментов экономической сферы, социальной сферы платформизируется. Действительно, новая форма организации управления рыночной деятельностью. И в этом плане всегда есть соблазны, и всегда есть те зоны, которые нужно избегать. Да? Это же не важно, кто будет регулировать. Может платформа залезть сама очень глубоко в микроменеджмент на уровне мотивации экономических агентов. Может государство через регулирование. Но в любом случае такое воздействие, оно зачастую будет неэффективно. Сохранение мотивации всех экономических агентов, которые совершают те или иные транзакции через платформы, это вообще ключевое условие достижения эффективности. Платформа должна обеспечивать бесшовный поиск контрагента, определение наиболее эффективной цены, целый ряд других параметров, но при этом сохранять и не вмешиваться в мотивацию конкретного человека. Если мы говорим про сервис такси, если водитель хочет поработать в течение дня, там, не 2 часа, а 4 часа, у него должна быть такая возможность. Если он хочет поработать, наоборот, не 4 часа, а 2, тоже должна быть такая возможность. В этом плане платформа — это организационный инструмент. Но абсолютно критично, абсолютно важно, я здесь согласен на 100%, сохранение мотивации участников, человека, даже в сфере здравоохранения, сотрудников медицинской сферы, качественно оказывать услуги, спасать жизнь людей, с одной стороны, человеку управлять своим здоровьем, принимать решения по тому, как он себя ведет. С другой стороны, это как бы очень важный элемент. Мотивация должна сохраняться у всех агентов. Потеря мотивации означает гибель платформы в любом случае. Тигран, я вот все-таки вопрос про агентов задам. Вот я хочу записать дочку в школу. Я говорю ей агенту: давай-ка подбери школу по параметрам. И агент начинает классно это делать. Но потом я понимаю, что и школы уже наняли и агентов, и в итоге агенты общаются с агентами. Вот сам этот инструмент, агенты искусственного интеллекта, он вернет власть, которая сейчас в основном вроде бы у платформ, конечному пользователю? Есть ли в этом инструменте угроза для платформ? Да, действительно интересная история, что мы, с одной стороны, сейчас говорим про платформы, а с другой стороны, одновременно наблюдаем рождение конкурента платформы. Почему вообще возникли платформы? Давайте, если уже мы на примере Яндекс.Такси, или вообще такси-сервисов, неважно, то человеку сложно было обзвонить всех водителей вокруг. То есть, если можно было представить, что человек имеет все номера телефона всех водителей, он всех обзвонил, спросил, кто где находится, там потом. Но очевидно, что это сделать просто невозможно. Как минимум, пока будешь обзванивать, уже все поменяется. Что меняет искусственный интеллект? Агенты могут делать одновременно, параллельно много задач за человека. И если в случае, на самом деле, для искусственного интеллекта таких примитивных задач, как покупка конкретного товара или заказ конкретной услуги, скорее платформа здесь будет выигрывать, потому что они алгоритмически быстро это смогут сделать, то, например, для сложной задачи, одна из сложных задач, которая у человека, например, спланировать отпуск. Это многокомпонентная, сложная задача, где на самом деле выбор очень всегда не очевиден, направо или налево. Агент должен понимать человека для того, чтобы помочь в принятии даже решений. То здесь агенты, которым будут вооружены люди, будут вооружены бизнесы, фирмы, они смогут решать задачи, которые решает платформа, но с другой стороны. То есть, по сути, за человека наши агенты обзвонят все турфирмы, разберутся, какие направления интересны, какие нет, забронируют нам экскурсоводов и т.д. и т.п. То есть сделают всю ту работу, которую в прошлом мире делали платформы. И, если честно, сейчас не очень понятно, где будет баланс, какие зоны будут у платформ, а какие будут тоннели прорыты от агентов.
Мне кажется, ответ здесь довольно простой. Благодаря e-агентам платформы не получат той рыночной силы, о которой они мечтали, на которую надеялись. Потому что заработать за счет введения в заблуждение экономического агента будет гораздо сложнее. Ты, да, можешь подсунуть товар не по той цене и так далее, но теперь, с другой стороны, тебе будет противостоять потребитель, который обладает абсолютным знанием, потребитель, использующий e-агент. Но, с другой стороны, в этом плане платформы как раз вернутся к базовой своей функции снижения транзакционных издержек, формирования контрактов, исполнения контрактов и так далее. То есть симбиоз платформы и агентов, он позволит вот эту выгоду, которая платформизация приносит, и дополнительная стоимость, которая платформизация, экономия на издержках, которую платформизация привносит в экономику, в социальную сферу, не сконцентрировать в рамках платформы, а сделать доступным для всей экономики, для всех людей, которые ими пользуются. То есть и агенты де-факто становятся инструментом борьбы с цифровым феодализмом. То есть та власть, которую платформы получали при активном использовании агентов, эта власть сразу очень серьезно ограничивается. И тем самым вся эта модель становится гораздо более выгодной для простых людей. Я буквально добавлю, мне кажется, что еще важное изменение, которое произойдет, что благодаря e-агентам, по сути, платформизируются или цифровизируются те услуги, которые раньше были невозможно оцифровать. Пусть еще шире становится. Да, потому что, да, вот есть у меня такой пример, это ремонт в доме. Это не обязательно капитально, а попробуйте что-нибудь, вот просто нанять человека, что-нибудь отремонтировать, заменить дверь, просто межкомнатную дверь. Вы сразу получите там десятки вопросов, на которые обычный человек не способен ответить, он даже не знает терминологии. И именно по этой причине, например, в мире не существует реально действующих цифровых платформ по ремонту квартир или по ремонту даже чего угодно. Таких индустрий очень много. Это огромные рынки, которые сейчас, по сути, в этом отношении как бы бесхозно. И агенты решат эту задачу, потому что, по сути, каждый человек в мире получит личного ассистента. Или даже, на самом деле, такое много ассистентов. Можно будет одного ассистента отправить заниматься ремонтом, а второго ассистента устраивать ребенка в школу или в детский сад. Любые платформы, в чем их ключевая выгода, это снижение издержек, связанных с заключением сделок и проведением транзакций. Издержки поиска контрагента, издержки определения цены. И понятно, что одна из таких серьезных проблем, которая в этом стоит, это асимметрия информации. Тот, кто оказывает эту услугу, имеет одно представление о том, какую он услугу будет оказывать. И знает очень много деталей, как можно ввести в заблуждение того, кто получает эту услугу. И наоборот, человек, который получает услугу, у него свой объем информации, никто не обладает ни полным объемом информации, никто не понимает, в какой информационной картине существует другая сторона сделки. Поэтому, очевидно, в этом вопросе, в вопросе ремонта всегда возникает столько проблем, несоответствие сроков, несоответствие ожиданий, бюджетов и всего остального. Это действительно такая вещь, где асимметрия информации, транзакционные издержки предельно высоки. И просто платформы здесь справиться не могут. Не получится ли так, что Яндекс займется разработкой своих и-агентов, которые будут бороться с рыночными? Если Яндекс возьмет на флаг отрасли ремонтов, это может быть последнее, что Яндекс сделает в своей жизни. Задача таких компаний, как Яндекс и Яндекс, в частности, создать платформу, технологическую платформу, в которой, возможно, будет искусственному интеллекту отрабатывать такие задачи, в которой искусственный интеллект сможет совершить звонок, совершить действие, совершить транзакцию, она будет безопасной, и человек может доверить искусственному интеллекту свои личные деньги, например. Вот. Мы как раз возвращаемся к тому, что Тигран сказал вначале, это, по сути, создание инфраструктуры. То есть, когда платформа играет именно инфраструктурную роль с минимальными издержками, это залог успеха для экономики в целом. Очень важно, что действие любого агента, оно не бесплатно, да? Оно требует затрат вычислителя, мощностей, электроэнергии и всего остального. И в этом плане вот та грань, где они применимы, то есть та выгода, которую они должны принести, она должна быть заведомо больше, чем те издержки, которых использование будет нести само по себе. В этом плане использование для совсем простых задач может
там, где выгода не столь очевидна, может быть действительно экономически нецелесообразным. Потому что, ну, если взглянуть на всю отрасль искусственного интеллекта сейчас, об экономической эффективности там сейчас речи не идет. Весь мир сжигает гигантское количество денег в компаниях искусственного интеллекта. Я тут чуть-чуть не соглашусь. Вот за последний год произошло изменение. Первая отрасль, где есть уже экономический эффект и очень значимый, это программирование. Сегодня уже эффекты, которые достигаются за счет искусственного интеллекта в программировании, ровно окупаются. Ровно про это говорю, что есть задачи, для которых будет оправданное использование и агентов, а есть задачи, где выгода небольшая, затраты выше этой выгоды, и там... То есть и агент — это не то, что возьмет и будет сопровождать любую транзакцию, любую операцию в нашей жизни. Из-за того, что это услуга, которая стоит денег и требует ресурсов, очевидно, что область у нее будет чем-то ограничена. Вот где эта граница пройдет, пока никто не понимает. И сейчас использование, конечно же, гораздо шире, еще раз потому, что компании, изобретающие и разрабатывающие такие инструменты, готовы сжигать на этом деньги. Так всегда происходит на ранних стадиях изобретения тех или иных технологических решений. Вот здесь прозвучало уже искусственный интеллект и агенты, и кто-то им будет подсказывать, как быть разумнее. Я всегда волнуюсь, когда кто-то начинает подсказывать, как быть разумным, потому что слово «разумный» можно определить по-разному. И здесь вопрос, кто будет искусственный интеллект поставлять. Антон Тамарович, вы говорите о искусственно-интеллектуальном суверенитете или искусственно-интеллектуальной зависимости. Я занимаюсь исследованием внедрения и развития искусственного интеллекта, международных трендов. И вот последнее время часто говорят про управляемость в сфере искусственного интеллекта через концепцию суверенного искусственного интеллекта. Но при этом, мне кажется, недостаточно внимания уделяется дискуссии про вообще достижимость и экономическую целесообразность полной автономии в сфере искусственного интеллекта. Тут я могу привести пример приложений с открытым исходным кодом. Да, вот тот самый open source, когда разработчик делится своими наработками в открытом режиме, а любой желающий может взять бесплатно эти наработки, адаптировать под свои задачи. Я извиняюсь, я перебил, но только в сфере искусственного интеллекта и больших языковых моделей open source нету. Есть открытые веса и открытые результаты. Что такое open source? А когда полностью код и весь процесс создания финального результата известен. Open source нету. Есть это некоторые заблуждения, в которые всех ввели, да? То есть вот open source, мы всем предполагаем, помним мир программного обеспечения, да? Где у нас был open source, это когда любой программист может взять открытый код того или иного программного продукта, той или иной библиотеки, что-то там поправить и сделать свою версию. Здесь ничего не поправишь. Здесь это весь процесс создания закрыт. Тебе только финальное... У тебя есть, это, по сути, бесплатное использование, но никак не открытый код изначально. Ну, я хотел как раз подвести к мысли о том, что появление модели DeepSeek китайской, она как раз же с открытым доступом. Многие... С открытыми результатами, но не с открытым кодом. Поправить модель DeepSeek невозможно. То есть весь процесс ее создания не является открытым. Но при этом ее можно дообучить и по факту не тратиться на вот эту большую базовую разработку. В этом суть, как мне кажется. Когда мы берем часть уже разработанного и под себя это докручиваем. Так вот, возвращаясь к России, мне кажется, что для нас было бы более целесообразно управлять нашими зависимостями. Что это значит? Пользоваться мировыми технологическими достижениями, где нам это выгодно, при этом делать собственные альтернативы в тех секторах, где это критически необходимо. При этом сама стратегия развития искусственного интеллекта должна строиться через практические вопросы. Какие зависимости у нас есть в этой теме? Сколько стоит снизить эту зависимость и какую управляемость мы получим в итоге? Я вот в этом плане абсолютно с вами согласен. И действительно вопрос поиска этого баланса и правильного ответа на те вопросы, которые вы поставили. А там, на самом деле, очень большое дело в деталях находится. Понятно. И мы же так сейчас и делаем, да? Мы активно используем все те наработки, все те возможности, которые есть в мире.
компания Яндекс, московское правительство в системе здравоохранения и многие-многие там, все торговые маркетплейсы, все используют любые доступные в мире наработки, чтобы получить и создать более качественную услугу, более качественный продукт и дать больше экономический эффект. Это все абсолютно правильно. Для того, чтобы понять, где твоя уязвимость, ты должен понимать, с чем ты имеешь дело. Если ты не понимаешь, как сделаны эти открытые веса, на основе каких процессов и как они выработаны, да, как натренирована модель, то тебе сложно дальше работать с уязвимостью. У тебя просто твой уровень понимания этой конструкции не такой высокий. Поэтому только создав собственную модель, натренировав собственные веса, да, может быть, она будет хуже, но пройдя этот процесс, у тебя понимание становится гораздо больше. А дальше мы сталкиваемся с чем? Что такое обучение, оно очень дорого стоит. Создание современной большой языковой модели, вот Тигран не даст соврать, это сотни миллиардов рублей ежегодно на вычисления, на электроэнергию, работу специалистов, для того, чтобы попытаться сделать продукт высокого уровня, который будет там хотя бы на 2-3 поколения соответствовать передовым разработкам. Именно поэтому компания искусственного интеллекта сейчас является таким магнитом денежных средств, которые там сгорают в этой печке разработки новых моделей, потому что именно такой большой объем денежных средств нужен для того, чтобы все это разрабатывать. А дальше вопрос. Если такой объем средств требуется, откуда их взять? И тут разные модели финансирования. Если вы используете готовые решения в практической плоскости, то это означает, что зарабатывать на предоставлении таких решений рынку очень сложно, потому что там есть бесплатные решения, которые заведомо, даже если ты сделал даже чуть-чуть лучше модель, но там она бесплатна, ты на этом заработать не сможешь. И вопрос, как это все финансировать. И это вот вопрос для общества поиска этого правильного баланса. С одной стороны, чем больше мы внедряем передовых технологий, это нужно делать, я вот с этим абсолютно согласен, тем больше экономический эффект мы получаем. И экономика в целом зарабатывает гораздо больше. Но вопрос, как вот эту часть того дополнительного дохода, который экономика создает, направить на обеспечение той безопасности и поиск уязвимостей. Вот это вот тот баланс, о котором все рассуждают, и пока еще ни одна страна мира не имеет универсального решения. Вот всем нам, всем экспертам открытого диалога придется найти ответ на этот вопрос. Потому что правильная балансировка здесь, как, с одной стороны, достигнуть максимального результата для экономики, но с другой стороны, не оказаться уязвимым перед теми вызовами, которые есть. Ну вот у нас есть компании, которые всю свою деятельность посвящают решению этого вопроса. Это здорово. И причем компании мировые лидеры, есть компании, которые внедряют решения. Вот в совместной работе нам этот баланс мы будем искать, пока ответа на него нет. Мне кажется, что вот я, когда пытался, когда думал, как отвечать на этот вопрос, я себе представить, что мы сидим в 96-м году. Сейчас вот на этой сцене появился интернет, уже возникли там почта, сайты возникли, и мы обсуждаем, а вот что нужно сделать за Российской Федерацией для того, чтобы Россия была бы суверенной по онлайн-технологиям, чтобы, я не знаю, как в 96-м году называл. Мне кажется, что невозможно себе представить, что сейчас сидели бы умные люди и обсуждали, что вот нам нужно, чтобы был бы поисковик, чтобы у нас был бы классный видеостриминговый сервис, чаты, мессенджеры привязанные. Этих сервисов просто не существовало, большинство из них на тот момент времени, и никто, мне кажется, не понимал их будущую роль. Я думаю, что мы сегодня находимся в плане... Да, и, возможно, так же, как сейчас мы наблюдаем что-то в искусственном интеллекте, тогда бы люди сказали, очень важно, чтобы там сетевые маршрутизаторы были бы наши российские, потому что в этот момент времени, наверное, самый ценный товар был сеть, которая, по сути, нужно было строить в стране. А сегодня, скорее, наверное, все-таки суверенитет в онлайн-сервисах обеспечивается в первую очередь не сетью, хотя, возможно, сетью тоже. Или это какая-то часть. Я думаю, что мы находимся абсолютно в начальной стадии развития нового искусственного интеллекта, агентских моделей и тому подобное. Скорее, сервисов, которые возникнут, продуктов и технологий, которые возникнут вокруг этого, мы пока все перечислить не можем. Я согласен с тем, что создание фундаментальной базовой языковой модели является одним из точно фундаментов этого будущего мира, но точно не единственным.
Здесь вот в этой цепочке нету неважных элементов. То есть, еще раз, самое важное — это то, насколько мы внедряем новые технологии, насколько они создают новую добавленную стоимость с точки зрения экономики и качественный результат для человека с точки зрения социальной сферы. То есть это вообще краеугольный камень. К этому надо идти максимизация эффектов от внедрения этих новых технологий. Приводили пример, что в России лучше банковская система цифровая. Вы думаете, в мире там другие технологии? Мир обладает абсолютно такими же технологиями. Но вот этот ввиду большого... абсолютно правильно. Это опыт, который у нас есть и в финансах. На самом деле, я считаю, что городские сервисы, и Яндекс, и других компаний, которые у нас есть, и то качество жизни, которое у нас есть в населенных пунктах, оно несравнимо лучше, чем во многих городах мира. И вот это российской экономике ни в коем случае нельзя потерять. То есть качественные конечные сервисы с применением самых современных технологий, самые гибкие, самые быстро адаптирующиеся, высококонкурентные — это то, что необходимо сохранить. Но при этом одновременно с этим нельзя забывать о том, что все это может быть разрушено, если вы не обеспечиваете безопасность и если вы не держите руку на пульсе фундаментальных вещей, которые лежат в основе этого. У нас есть еще один вопрос. Сергей Кондратьев. Когда заходишь, и искусственный интеллект предлагает в Яндексе, например, что-то взять, он говорит, возьмешь вот этот виноградик или вот этот виноградик. И ты думаешь, конечно, вот этот. А потом думаешь, а почему я, собственно, выбираю из двух-то? Уже что-то пошло не так буквально сразу. Мне кажется, вот таких примеров, когда нужно включать критическое мышление, их все больше и больше. Вот и критическое мышление как раз вопрос Сергея. В связи с тем, что сейчас активно используются генеративные модели искусственного интеллекта, в том числе молодежью, для создания их собственных идей, разработок, исследований и так далее, но при этом, по сути своей, они теряют какой-то элемент, процент своего критического мышления, поскольку можно сказать, что даже результат, вот по моему опыту, даже технический результат, полученный нейросетями, бывает политизированным, не совсем нейтральным. Можно ли сделать, скажем, настройку для технологического суверенитета или создать новый вид суверенитета, суверенитет субъектности в аналогии с технологическим суверенитетом экономики и институциональным? Ну, я вот что считаю важным, что действительно, когда появляется любая новая технология, это всегда вызов для человека, для общества, как правильно интегрировать эту технологию в свою жизнь, и как сделать так, чтобы она несла пользу не только краткосрочную, но именно долгосрочную. И действительно, система образования, она должна видоизмениться, да, потому что появление нового инструментария, оно, с одной стороны, открывает очень большие возможности для качественного улучшения того процесса раскрытия потенциала, таланта каждого ребенка. Но, с другой стороны, она несет и риски, связанные с тем, что есть всегда соблазн воспользоваться каким-то решением для того, чтобы вот это избежать движения вперед. Поэтому вот этот баланс — это то, что придется найти. Это касается не только искусственного интеллекта. Это не первая и не последняя технология, которая внедряет человечество. Надеюсь, точно не последняя, которая внедряет человечество. Каждое такое технологическое решение, оно приводило, конечно же, к изменению общества, сознания людей и так далее. Не там, ну, можно любой пример брать, везде этот паттерн будет понятен и во многом похож. Но вы здесь абсолютно правы, что вслед за этой технологией и человечество, и люди должны тоже ступить на ступеньку вверх. Искусственный интеллект может очень серьезно помогать людям развиваться, раскрывать их таланты, действительно проверять независимые экзамены, сравнивать уровень образования среди людей и так далее, сделав в этом плане движение с точки зрения раскрытия потенциала людей гораздо более эффективным. Ну, я здесь скорее технооптимист. Я думаю, что... Я не слышу, чтобы я звучал как технооптимист. Нет, я имею в виду, что... Я скорее, наверное, из тех, кто немножко отрицает вопрос. Я уверен, что человечество справится как-то. Все-таки у нас заложен элемент эволюции. Это уже будет другое человечество. Это так будет... же, как любое изобретение огня, изобретение орудий для обработки пашни сделало человечество другим.
Я просто отношусь, например, к поколению тех детей, у кого дома еще не было совсем в детстве калькулятора, и он появлялся, и считалось, что если у тебя есть калькулятор, то ты не будешь уметь считать. И скорее это и так и произошло. Действительно, сейчас люди не умеют в уме считать. Мой отец рассказывал, что запрещено было писать шариковой ручкой до какого-то класса. В общем, мне казалось, это какая-то просто байка. Считала, что если ты пишешь не пером, не перьевой ручкой, а шариковой, то у тебя будет плохой почерк. Человечество как-то адаптировалось и к калькуляторам, и к шариковым ручкам. Не знаю, может быть, мы сейчас хуже и глупее, чем были когда-то люди, но как-то оно все время будет развиваться по-своему. Каждое следующее поколение с учетом нового технологического уклада, оно становится другим. В этом плане главное, чтобы человек оставался над технологией, понимал ее плюсы, минусы и умел грамотно использовать. Это вот мы сегодня у нас практически во всех дискуссиях вот этот баланс, слово баланс прослеживается. Вот здесь тоже этот баланс должен быть соблюден. И я здесь тоже являюсь технологическим оптимистом. Я тоже уверен, что мы найдем правильное решение и в сфере образования, и в сфере применения искусственного интеллекта во всех сферах. И здесь человечество получит мощную возможность двинуться вперед. Я буквально один хотел пример привести. Вот, я уже говорил, что программирование оказалось первой отрасль, где искусственный интеллект дал реально огромный буст эффективности. И сейчас бытует мнение, что из-за того, что, по сути, современные модели могут написать практически любой код, то программисты не нужны будут. Но если посмотреть назад, что происходило там последние 70 лет с программированием, каждые 10-15 лет возникала новая технология, которая поднимала программирование на новый уровень абстракции. Начиная от того, что когда-то писали, по сути, программисты были те, кто расставляли транзисторы на плате, и программирование было, это программирование транзисторов, а потом микросхем. Потом возникли языки низкоуровневые, высокоуровневые, языки-интерпретаторы. И интересно, что каждый раз поколение новое, то есть старое поколение, которое писало программы на какой-то технологии, оно всегда так смотрело на новое поколение свысока. Мол, это не до программиста, потому что только мы понимаем, как на самом деле работает код. И в нашей, например, в моей молодости были программисты, которые не принимали языки-интерпретаторы и при этом оптимизировали код на ассемблере, там какие-то делали ставки. И каждый раз количество таких инженеров только увеличивалось, потому что расширялся рынок, то есть те задачи, которые вчера были еще недоступны для автоматизации, они становились доступны. Это автоматически расширяло количество просто отраслей, направлений, где можно теперь автоматизироваться. И я думаю, что с искусственным интеллектом произойдет то же самое с программированием. Только я не уверен, что количество программистов будет экспоненциально расти, потому что здесь можно привести другой пример, еще совсем недавно, там 200-300 лет назад, до промышленных революций, практически вся занятость человечества была в сельском хозяйстве. И внедрение новых технологий привело к тому, что те люди, которые сегодня заняты в сельском хозяйстве, это высокотехнологичные инженеры, специалисты, обладающие уникальными знаниями, применяющие современные способы ведения хозяйства. Потребление сельхозпродукции, конечно же, увеличилось на душу населения очень серьезно, потому что она стала гораздо более доступной, но все равно количество занятых в этой сфере очень серьезно сократилось. Мне кажется, то же самое произойдет и в программировании. Посмотрим, что будет в будущем.